Ох и хулиганка на пороге. Давай посмотрим вместе, кто же она. С вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, получат приятный бонус. Итак, в каких энергиях вы находитесь? А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ох, вы страстная натура. Вы знаете, вот не зря к нам сегодня придет девчонка-хулиганка. Вы сами хулиган по натуре. Ну, в хорошем смысле слова, да. Кто-то в детстве, может быть, и был хулиганом, да, не слушались. Но и сейчас вот есть какая-то перчинка, есть какая-то в вашем характере такая шалость, пошалить, подурачиться, да. Это уже тоже у нас не один раз выпадало в сигнификации. Вы человек очень ревнивый, вы и страстный, и ревнивый. Вы, если любите женщину, ну вы любого порвете просто, не дай бог кто-то на нее взглянет, да. Давайте-ка сделаем как раз маленький опрос, напишите в комментариях, вы ревнивец вообще или так себе, не очень. Когда-то давно мы делали опрос, но давайте еще раз сделаем, да, потому что и новые подписчики, и гости канала. Кстати, кто просто так смотрит видео регулярно, подписывайтесь, а то так нечестно, да, вы просто заходите, смотрите, ну подписывайтесь. Вы человек, возможно, даже у кого-то проиграется огненного знака зодиака, но это понятно, что не обязательно, потому что это общий расклад. Но то, что вы такой очень активный, вы человек, который может постоянно куда-то мчаться, что-то делать, вот скучать вам не интересно. Вот есть люди, которым нравится лежать с книжечкой на диване, не спеша, это вообще не про вас. Даже не важно, сколько вам лет, как будто вот вы полны энергии, вы переполнены, у вас постоянная вот голова, дом советов, это точно про вас. У вас полно идей, у вас очень бурная такая страстная фантазия, причем вы очень хороший любовник, и даже вот в этом деле, да, ну всегда вы такой были и есть в принципе, ну фантазер, даже в этом деле, да, вот про кекс мы сейчас говорим, да, ну вы любите про бобиков слушать, поэтому я немножечко так вскользь этого коснусь. То есть вы любите эксперименты, вы любите, может быть, пробовать что-то новое, да, ну то есть поза Ленину мавзолей, либо спящая красавица, это точно не для вас. Вы человечек, опять же, который верит в судьбу и, может быть, даже считаете, что вот как суждено, так и будет. Если так случилось, ну, значит, так написано там где-то там на небесах, да, вот такие мысли тоже могут проигрываться. Ну и поскольку вы живчик, характер у вас тоже такой порой бывает, будь здоров, бываете порой вспыльчивые, бывают из-за вашей такой некой даже импульсивности бывают какие-то, может быть, мелкие, не очень мелкие трения. Это может быть по работе, дома, там, с друзьями, где угодно. Вы зажигательный во всех смыслах этого слова. И в смысле того, что вы очень самоподвижный, и в смысле того, что вы можете очень быстро вспыхивать и быстро гаснуть, да, то есть вспыльчивый, но быстро затухаете. Вы можете быть такой, знаете, даже порой импульсивные поступки совершаете, а потом немножечко так задумываетесь, жалеете, думаю, елки-палки, а зачем я это сделал? Тоже, у кого проигрывается, можете написать. Так, показывает мне, что... Ух ты, какая у вас дама была большая любительница денег. Смотрите, какой парадокс. Вы любили женщину, она любила деньги. А вот такой любовный треугольник в кавычках у вас был. Мы не будем разбираться, да, что и как произошло, не будем бередить раны, но то, что вам было хреново, это очень мягко сказано после тех событий, которые произошли с этой дамой. И неважно, вы с ней просто поругались, кто-то развелся, да, но то, что кого-то из вас она предала, кого-то на деньги кинула, кого-то два в одном, да. То есть после нее вы очень сильно задумываетесь вообще, а зачем нужна вам женщина. Хотя и одному плохо.
Но с другой стороны, такая сильная боль была, у кого-то сейчас, может быть, еще эта боль, если раны довольно свежие. Поэтому есть некие такие мысли, что, а может быть, одному быть, да, так проще, да, так тяжело, но морально как-то вот проще. Есть страх влюбиться, есть страх наступить на те же грабли. Напишите тоже, ребят, у кого проигрывается. Да, какой-то период вы как будто замкнулись в себе. Замкнулись. И капитально так замкнулись. Кто-то сейчас может быть в таких энергиях, если вы недавно разошлись. Вы человек вообще такой компанейский, но вы не любите какие-то шумные слишком компании. Вам больше доставляет удовольствие, когда это, пусть небольшой круг друзей, да, там пара-тройка друзей. У кого-то это друзья детства, у кого-то, может быть, просто там, ну, неважно, по работе, как угодно вы собираетесь. То есть такая небольшая ваша тусовка, но это такие близкие по духу люди. Это люди, с которыми вам реально хорошо, классно, приятно проводить время. Вы уже как-то, ну, не очень любите шум и гам. Несмотря на то, что да, вы полны энергии, но порой хочется покоя, и именно вот этот покой вы получаете в хорошей, теплой, такой маленькой своей компании. Но то, что я вижу, несмотря на те какие-то опасения ваши и на мысли не очень хорошие, что а ну ее, эту личную жизнь, а ну их, этих женщин, все равно вот что я вижу в глубине вашей души, да. Хочется тепла, хочется кому-то прижаться, хочется, чтобы кто-то обнял, поцеловал, сказал доброе слово. Правда, ребят? Напишите в комментариях. Поэтому давайте смотреть, что же за хулиганочка появится на пороге, какая женщина пожалует. Ох, она во всех смыслах хулиганистая. Она чуть моложе вас, но она такая с характером. Это будет знакомство. Сначала вы даже немножечко опешите. Опять же, мы не привязываемся к месту, где вы познакомитесь. У всех это будет разное место. Но это может быть даже какой-то ступор, да, вот, ну, к примеру, чтобы вы поняли. Смотрите, где-то вы, допустим, столкнулись с этой женщиной, и вас может удивить ее какая-то, ну, наглость, да. Ее могла, ну, либо же, ну, как вам объяснить, да, чтобы вы поняли. Ну, к примеру, вот она наступила вам на ногу, да, даже не извинилась, а еще что-то там нахамила, да, но это такой самый примитивный пример, понятно, не обязательно, что вам на ногу она наступит, ну, то есть это будет проявление ее характера, это может быть какая-то колкая фраза, это может быть какой-то не очень хороший взгляд, и вы сразу даже подумаете, елки-палки, какая грубиянка, да, вот какая-то хамовитая особа. Но в то же время что-то в ней такое манящее вас зацепит. Вот двоякая такая ситуация будет. С одной стороны, вы будете думать, боже, какой кошмар, что это за женщина, да? А с другой, ну что-то в ней такое интригующее, манящее. Вы даже сами, может быть, не поймете вначале, что вас к ней тянет, что вас в ней привлекает. Какая она? Она, в общем-то, неплохо обеспечена. Ей нет смысла искать себе папика богатенького Буратино. Абсолютно. Она сама себе хозяйка. Она пережила в своей жизни много разных перипетий. У нее тоже были крутые повороты в жизни. Она была замужем, либо же в отношениях, ну, за довольно обеспеченным человеком, который ей мог и наследство оставить, либо же она еще и сама заработала, да. Вы это, в принципе, узнаете от нее самой, да. Это я так вскользь как бы касаюсь, чтобы немножечко ее описать. Это женщина, с которой точно не соскучишься, потому что, во-первых, у нее такой характер, да, она не будет ходить няшечкой, она не будет заглядывать в рот и говорить, да, дорогой, как скажешь, дорогой, тапочки в зубах, да. Нет, это вообще не про эту женщину. Она будет вас еще цеплять какой-то своей такой непредсказуемостью. Женщины, которые, ну, хоть немножечко дружат с мозгами,
Они знают, что мужчину цепляет загадка, интрига, да, хочется разгадать. А когда он знает, что она сегодня няшечка, она завтра няшечка, послезавтра, а через 2 недели ему просто затошнит от этой няшечки. Вот эта предсказуемость, но это хуже всего, правда, ребят? С ней вам хочется, вернее, захочется разгадывать ее все больше и больше. Именно вот эта такая непредсказуемость будет ее тянуть. Но вы это поймете не сразу, да, как я сказала. Поначалу это будет какое-то такое смятение чувств. Я не пойму, что такое. С одной стороны, она такая с характером, с другой стороны, непонятно, почему меня к ней тянет. Поэтому здесь будет сумасшедшее такое взаимное притяжение. Здесь будет ситуация, когда она будет порой вот дурачиться в каком-то смысле слова. Я не скажу, что это будет там, но это не издевательство, нет. Вот как в кошки-мышки с вами играть. Она может специально отдалиться, посмотреть на вашу реакцию, да. Вот позвоните вы, будете вы бегать, что вы будете, да, такие маленькие игры. Кого-то из вас будут, конечно, сразу бесить такие игры, да, ну как бы я уже не мальчик, почему я должен там какие-то игры играть. Кто-то из вас будет поддаваться, да, вы раскусите, что это всего лишь игра, это маленькие манипуляции, но опять же вас это будет заводить. Это такая женщина-зажигалка во всех смыслах этого слова. Она очень страстная натура. Помимо того, что вот вы будете с ней постоянно в какие-то приключения попадать, да, в постоянные разгадки, постоянные приключения, какие-то экстримы, она будет куда-то вас с собой, ну не то что тянуть, да, приглашать, может быть, да, потому что она тоже не домоседка. Ей не интересно просто сидеть дома и с мужчиной смотреть телевизор. Да? Дома можно заняться какими-то более важными делами. На столе, под столом, там, я не знаю, в ванной, где угодно. Да? Фантазия у нее очень бурная. Вы понимаете, о чем я говорю? Бобик будет визжать от счастья и вилять хвостом. Но опять же, ребят, вы будете порой даже уставать от вот этого драйва какого-то. С одной стороны, вас манит это ее такая вот игра, ее характер, ее непредсказуемость. А с другой стороны, вы будете понимать, елки-палки, мне же уже не 16, да, что я должен вот такие чудеса на виражах вытворять. Поэтому, знаете, это будет такая девчонка-хулиганка, она в каком-то смысле такая и есть. Хоть она уже, в общем-то, она не девчонка, да, но порой она будет какие-то такие фитиля выдавать, что реально вот как будто ей там 15 лет. С ней точно не соскучишься, с ней точно будет весело, с ней точно, ну, захочется продолжать отношения. Как бы вам тяжело не было, да, кому-то возраст, у кого-то, может быть, коленки болят, поясница, там еще что-то, а бобик уже начал стираться, уже все на бобике мозоли начались. Но вы все равно не успокойтесь, вот будет что-то манящее в этой женщине. Как бы вам такой график, либо режим дня, так скажем, да, с ней, как бы вам он не был тяжелым, все равно вы ее не отпустите. Сумасшедшая будет ревность, сумасшедшие будут отношения во всех смыслах этого слова. Эта женщина, я не знаю, почему-то мне сейчас вот пошла такая информация, вот она настолько, хоть и взрослая, но она настолько хулиганистая, что она вот вплоть до того, что, к примеру, ну, допустим, вы на даче, да, и есть вот эти вот шланги, да, которыми там сад, огород поливают. Она может и вас полить, просто подурачиться. Вот я не знаю, мне просто пошла такая информация, я с вами поделилась, чтобы вы понимали, настолько она хулиганистая. С одной стороны, это прикольно, да, иногда, когда с тобой дурачатся, но когда тебя со шланга ледяной водой поливают, ну, это, наверное, не очень-то прикольно. То есть я сейчас вам передала всю такую остроту чувств, все то, что вас ожидает. Вы будете порой в шоке по колено. Сейчас вы
Ну, вы даже не представляете, чтобы вот с такой женщиной, да чтобы я был, да там радикулит у меня, да еще что-то там у меня. Да нет, ребят, у вас пройдет радикулит, у вас Бобик будет, я не знаю, там легкими перебежками отдыхать, да. Она такая будет, ну, вся зажигалочка во всех смыслах слова. Поэтому, ну, я не знаю, даже радоваться за вас или сочувствовать, да, потому что сил придется тратить много, а Бобика дрессируйте уже сейчас, да, потому что чтобы он, ну, просто, ну, не накрылся медным тазом, просто от того, что такая нагрузка на него пошла, да, ему же тоже нужно отдыхать иногда. Поэтому, ну, такая суперская женщина появится в вашей жизни, вы ее точно не отпустите. Ну и самые смелые, стойкие, кто досмотрел видео до конца, давайте смотреть совет карт. Смотрите, те из вас, кто сейчас, допустим, находится либо же в конфликте каком-то, да, с женщиной, но это скорее будет касаться тех, кто либо в отношениях, либо же, может быть, даже вы разошлись, но хотите вернуться. Здесь будет, в принципе, будет такой момент, когда вы сможете помириться. Но то, что толку не будет, это точно. Это такой именно совет для тех, кто хочет помириться. Перемен не будет, даже после перемирия. Поэтому те, кто хочет назад в прошлое, ну, в принципе, даже если сейчас вы в токсичных отношениях и вы хотите помириться, ситуация не поменяется. Также будете ругаться, также и будут ситуации повторяться. Поэтому, ну, нет смысла в этом примирении. Особенно это касается тех, кто хочет помириться с бывшей. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!